Всем привет! Нашел старые архивные видео, решил с ними смонтировать ролик. Это примерно 2021 год. Мы приехали в ГУМ покушать мороженого и немного погулять по Москве. Не переключайтесь, в конце покажем красивый парк в Иноземцево. Куда мы сейчас пойдем? Парк-музеон? Отсюда сразу? Угу. Ну, сначала тогда надо к храму Христа Спасителя пройти, а потом уже в парк-музеон идти. Ну все, пойдем. Идем в сторону парка туда. Сейчас проходим мимо реки. Рэдисон. Сейчас хотим прокатиться на кораблике, посмотреть Москву. С Москвы-реки. Кстати, мы в первый раз в Москве взяли такие билеты. Сейчас мы направляемся в сторону Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Напоминаю, у нас круговой маршрут была утрачена, и сейчас местонахождение ее неизвестно. Дорога, именовавшаяся Причистенкой, была довольно протяженной. Она вела практически от Кремля к стенам Новодевичьей. Большая Пироговская улица. Застройка Причистенской набережной довольно пестрая. Здесь есть и исторические здания конца 19 века, и советские постройки. Ну а вот сейчас мы проходим мимо такого современного уже здания, построенного в 2000-е годы по проекту архитектора Сергея Скуратова. Это частично жилой дом набережной, 3-4-этажные здания желтоватого цвета. Это бывшие рабочие казармы постройки начала 20 века. Сейчас это обычные жилые дома. Ну а еще чуть дальше красное кирпичное здание, бывшее Ермаковское электротехническое училище. Тоже постройка начала прошлого столетия. Ныне один из корпусов Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Это один из самых узнаваемых, пожалуй, московских мостов. Он подвесной. В своем нынешнем виде был построен в 1937 году по проекту инженера Константинова и архитектора Власова. Пилон этого моста, то есть вот столбы, на которых держится вся конструкция, высоту достигают 27,5 метров. Ну а общая масса всех металлических конструкций моста составляет более 10. правой стороны
можем видеть такое массивное здание с развивающимся на крыше российским флагом. Это здание Министерства обороны. Построено оно было в конце 40-х, начале 50-х годов. Вот, несколько лет назад здесь, на берегу Москвы-реки, была построена специально для нужд министерства вертолетная площадка. Но также справа по борту у нас Пушкинский или Андреевский пешеходный мост. За мостом виднеется высотное здание Президиума Российской Академии Наук. Ну, а мы с вами сейчас сделаем небольшую остановку на пристани Парк Горького. И после паузы продолжим. Пойдем назад в Зарядье. Впереди нас возвышается памятник Петру Первому. Это работа скульптора Зураба Церетели. Установлен памятник в 1997 году. Это самый высокий скульптурный памятник в России. Высота его составляет 98 метров. Официально он называется «Памятник вознаменования 300-летия российского флота». И вот эти фонтаны, бьющие у основания монумента, по замыслу Церетели символизируют победоносное движение российского флота. Красный Октябрь покажи. За памятником Петру Первому стрелка Болотного острова. Здесь находятся бывшие корпуса кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Сама фабрика сейчас переехала в район станции метро Красносельская. Здесь в центре остались лишь цеха по производству шоколада и конфет ручной работы героев Отечественной войны 1812 года. История этого храма непростая. Он строился долго, 44 года, с 1839 по 83. Но первый храм долго не простоял. Уже в 1931 году по решению советского правительства он был взорван. Здесь планировали построить дворец Советов, который должен был стать самым высоким зданием в мире на тот момент. Высота его должна была достигать 420 метров и превышать высоту храма в 4 раза. Но строительство это так и не состоялось. Болото. Название не случайно. Дело в том, что местность, где гостиница располагается, на протяжении долгого времени была заболоченной. Связано это с тем, что Москва на протяжении многих веков сталкивалась с наводнениями. Они происходили, как правило, весной во время паводков, но иногда и летом во время сильных дождей. В конце 18 века специально для того, чтобы отвести воду из Москвы-реки и тем самым предотвратить наводнение, был прорыт водоотводный канал параллельно руслу Москвы-реки. Однако это не очень сильно помогло. Наводнения продолжали происходить до 1930-х годов, когда был открыт Кремль, напоминает неправильный треугольник. В Кремле 20 башен, 5 из которых увенчаны пятиконечными рубиновыми звездами. За Кремлевской стеной 2 желтых здания с зелеными крышами. Первое из них – это оружейная палата, сокровищница российского государства, один из первых московских музеев. Здесь же находится алмазный фонд. Второе здание с часами и шпилем – Большой Кремлевский дворец. Построен он был в середине 19 века по указу Николая I и стал московской резиденцией российских императоров. В настоящее время Большой Кремлевский дворец выполняет функцию парадной резиденции президента России. Мы с вами постепенно разворачиваемся. Справа по борту у нас прекрасный вид открывается на сталинскую высотку на Котельнической набережной. Это жилой дом, построенный в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. Центральная башня насчитывает 32 этажа. Высота ее вместе со шпилем составляет 176 метров. Ну и вот с правой же стороны мы можем видеть сейчас парящий мост.
Это такая смотровая площадка в самом центре города, откуда открывается прекрасный вид с одной стороны на высотку на Котельнической набережной, с другой стороны на Кремль. Ну а мы делаем сейчас остановку в парке Зарядье. С теми, кто выходит, я прощаюсь. Желаю всем хорошего продолжения дня. Еще прикольно сделали такие березки. Если честно, я их не видел, потому что их уже года 2, наверное, не гуляли в этом районе. Когда здесь были посреди нас, здесь их не было деревьев, здесь просто стройка была. Сейчас, короче, сделали деревья. Березовый лес. Видал опять березовый лес в центре? Его еще не видел. А еще в центре такая вот стройка. Тоже надо будет либо реконструировать, либо что-то новое строить. Пришли мы в парк Зарядье, гуляем здесь. Очень много зелени, прикольно здесь. Вообще офигенно. Только здесь, конечно, надо приезжать на этих, на самокатах, на электронных. Я пешком здесь гулять очень большие расстояния. Потому что мы уже реально запарились ходить. Да, пойдем сейчас покушаем. Да. Погнали. Вот такую прикольную штуку поставили, чтобы люди охлаждались. То есть она прохладным идет, и как вода. Угу. Что кайф? А? Кайфная штука. Да. Так можно стоять здесь вечно. В общем, мы зашли покушать. Тут миносаль такая здоровая. Вот мы взяли питу. Типа шаурмы пикалевскую. Дешес. Очень вкусненький. Сегодня у нас очень много газировки. Главное, чтобы нам мотор это не дало. Ну что поделаешь. Другой еды сейчас нету. Угу. Ну как? Это картошка. Как она может быть? Да. Сейчас пришли где фонтаны. Получается, вот здесь прямо идет этот радуга прям с фонтана. Разбирался правильно. Что прям с фонтана была радуга. Должно быть видно на камере. Вот прям здесь сильнее видно, прям с фонтана начинается радуга. Офигеть, это вообще никого не видно. Ты видел там такое? Чтобы с фонтана была радуга. О, сейчас она, вот проявилась. Да. Да, офигеть. Круто вообще. Сейчас ближе подъем, будет проявляться видно. Вот, уже близко подошли. Вообще круто. Кстати, фотографируй свой телефон, там должна быть какая-то фотография классно получится. Офигеть вообще. Прям реально из земли, вот прямо вот из фонтана получается. Отлично. Попалось что ли? А нет, есть все.
Все, мы закончили, сейчас идем на метро. Приехали в Пятигорск к родным. Раньше, когда жил в Пятигорске, я сюда ходил в автошколу. Сейчас я вам покажу. Вот она, автошкола. Чуть ниже главпочты. Угу. Тоже старое здание, вообще древнее. До сих пор работает. До сих пор. Сейчас идем покушать пятигорского мороженого. Оно, конечно, испортилось. Стали добавлять тут тоже пальмовое масло. Ну, сейчас попробуем. Вспомним детство. Пришли в город и обалдели, что здесь открыли магазин Tom Fire. Я вообще думал, что здесь вот такой магазин никогда в жизни не откроют. Да, Tom Fire. Обычно, ну, там как бы московские магазины. Там. А здесь открыли. Это круто. Значит, город развивается. Вон, трамвай древний. Давай выбирай, сколько тебе. Мне 3. Так, можно одну ваниль? Потом одна лаванда-малина. И фисташку. Приехали мы в одно место. Сейчас будут делать косметические нам процедуры, уколы ботоксом. То есть убирать эти все морщины, которые на лбу. Вот эти части. Ну, посмотрите, что врач скажет. И Катя, наверное, тоже что-нибудь себе сделает. Бонусом. Да, бонусом. Ну, сейчас снимем процесс, как это будет происходить. И у нас что-то случилось с аккумулятором. Я точно не помню, что. Ну, там сел или что-то, я не знаю, кто. Мы с котом. Пекло. Это тарелка. В общем, мы пришли в парк прикольный. Здесь такие цветы, они все из металла сделаны. Это все металлические цветы. Ну, выглядит вообще круто. Необычное. Это мы приехали в парк. Недалеко от Пятигорска находится город Иноземцево. Вот сюда мы приехали. Здесь вот такие вот пальмы, сильно подсвечивающиеся. Сюда надо приезжать днем. Потому что, когда сейчас темно, тоже прикольно. Мне кажется, днем здесь вообще офигительно. Так, конечно, мне не передается. Такие мартышки прикольные. Такие прикольные лошади.
Кать, давайте залазим на лошадь. Да ну холодно очень. Только если тебя, Андрей, Игорь посадит. Ну прям как один к одному сделали. Лошадь. Ангелочка такая попочка. А? Ангелочка такая попочка. Такие милашки. Ну, прикольно сделано. Да не знаю, да. Необычный этот колодец. Гай, а ты прыг? Там совсем наверху есть. Совсем наверху. Это фонарный столб такой. Офигеть. Еще один прикольный. Нужно какой-нибудь хороший клуб ночной. И немножко выпить. Тебе можно висеть. Спасибо. Гуляем по парку, пришли к такому месту прикольному. Не, иди фотографируйся, я вас буду снимать. Вам так же вот, ну, Да. То же самое. со всем антуражем? Да. Можно туда. Реально настолько заморочено. Вот такая вот еще есть прикольная беседка. Очень крутая. Вся в ковке, цветы тоже. Цветы настоящие, это все кованое идет. Вообще бомба, смотрится. Офигительно. И мостик прикольный, тоже кованый, в такой же стилистике. Вот здесь вообще обалденно проводить свадьбу. Когда у нас была свадьба, этого парка еще не существовало. А вот сейчас, кто хочет здесь сделать пятигорскую свадьбу, это прям идеальное место. Лимончик идет в парк. Видно Да, на это видео? парк. Да. Тоже круто сделано. Это вот. Когда они днем распускались. Нет, там нет еще супа. Видно? Не видно? Ну, в общем, здесь есть форель, просто знаете. Вот тоже декоративная штука прикольная. Подумала, что покрашено, что деревяшечкой, потом вспоминаю, это все металл. А здесь внутри что находится? Просто банкетный зал. А, банкетный зал? Там был тоже очень красиво оформлены, да, да. у нас. Всякие выставки такие якобы. Мы когда гуляли, тоже было закрыто, они его, видимо, только для мероприятия открывали. Покрашено, в принципе, это не Здание вообще такое прикольное, необычное. Вот здесь вот проводят свадьбу вообще. Круто. Вот на это можно сверху съесть, если что. Залази, Кать. Я в такой юбке не полезу. Вообще круто. А эти прям эффектные. Да, как вообще круто. Это прям для иноземца вообще прорыв. Ну да. детализации.
Ну, Кать. Прям все из металла. Вот прям каждая. А, ты же на жар птицы. Это павлин. Какой-то павлин. Павлин же хвост. Павлин, да? Вот она с собранным хвостиком стоит. чуть-чуть. Еще покрашено так красиво, прям в градиенте разных цветов. Скорее всего, тоже еще должна быть подсветка. Что ж такое? Лучше молчать. Лучшего, наверное, освещения не найду. Чуть подсвечивать. Ну, можно прямо на фоне в этой. А,